Глава 221. Секта Небесной Звезды и формирование заклинаний. Духовные объекты действительно были чудесными. Естественно, все культиваторы преследовали путь небесного Да, сходили с ума в их поисках. Всякий раз, когда в мире культивации появлялся духовный объект, это порождало кровавую бурю за это место. В нынешнем мире культивации государства, ее 7 великих сект уже приобрели несколько духовных объектов, но если бы маленький клан или секта получили такое сокровище, они бы просто навлекли на себя бедствие. У долины Желтого Клена был источник духовных камней, 3 духовных источника и несколько предметов духовного колодца, каждый из которых был распределен среди экспертов в стадии формирования ядра и выше. Даже мастер секты Чжун не мог обладать ими. Естественно, что великий боевой предок стадии зарождения души обладал многими из них. Хань Ли совершенно не ожидал, что обычная мышь с двойными зрачками так легко сможет найти близлежащий духовный объект всего лишь за день, хотя этот духовный источник был самым низким среди объектов духовых колодцев, а размер источника был очень маленьким, и его эффективность, вероятно, была ограничена. Объект с духовым колодцем по-прежнему являлся духовным объектом. По крайней мере, он сможет культивировать быстрее, чем те, кто находится в общих местах расположения духовной ци. Пока он мог ускорять его культивацию, это место все равно было отличным. Однако, хотя он был удивлен и чрезвычайно доволен, Хань Ли все еще чувствовал себя немного озадаченным. Разве объекты духовного колодца не формировались только в областях с самым плотным духовным ци? Духовная ци на этом горном пике не была особенно плотной, так как же он смог образоваться здесь? Несмотря на это, небеса сбросили ему такой большой пирог с мясом, Хань Ли никак не осмелился бы покинуть это место. Несмотря на то, что духовный источник можно было переместить, только у экспертов в стадии формирования ядра бы хватил сил на это. Никто на более низкой стадии культивации не смог бы это сделать, не говоря уже о Хань Ли. Поскольку он не мог передвинуть его, он решил установить свою пещеру бессмертного в этом месте. Таким образом, он планировал превратить это место с духовным объектом в свою секретную учебную комнату и держать ее в абсолютном секрете. Хань Ли немедленно расколол вход и сделал его шире. Размахивая серебряным мечом в одной руке и управляя несколькими золотыми лезвиями в другой, Хань Ли начал свою великую работу по созданию пещеры бессмертного. Тем временем мышка продолжала барахтаться в духовном источнике, не желая выходить из него. Спустя какое-то время оттуда стали доноситься звуки храпа. Опираясь на остроту серебряного меча и количество золотых лезвий, Хань Ли работал полдня, создавая временную планировку для его пещеры бессмертного. Он вырезал 13 комнат разного размера и 3 зала, 6 акров в длину. Хотя стены пещер его комнат все еще были очень грубыми, не претерпев никакой обработки, это место уже было похоже на дом. Вследствие этого Хань Ли выдохнул и решил передохнуть. Теперь он вдруг вспомнил о мышке и направился к духовному источнику. Он вынул спящую мышь из источника за шейку и отлетел за несколько сотен километров, прежде чем выпустить ее, давая ей возможность вернуться в павильон Целинь Самой. На данный момент у пещеры бессмертного Хань Ли был только один выход. Вот почему, вернувшись, он тут же вытащил несколько десятков низкоранговых духовных камней и 5 маленьких флажков, установив специальное сооружение в соответствии с нефритовой пластиной, полностью скрыв таким образом выход с заклинанием формирования. Теперь, если бы кто-то посмотрел со стороны, они увидели бы нетронутую горную стену. По существу, они даже не смогут увидеть открытие пещеры. Закончив самые элементарные оборонительные сооружения, Хань Ли использовал серебряный меч, чтобы вырезать простую каменную кровать. Затем он поспешно лег и уснул. Он действительно устал, следующие несколько дней Хань Ли был постоянно в делах. Он нашел плоский участок земли около своей скрытой пещеры бессмертного и посадил несколько семян духовных растений. Среди этих семян были несколько обычных семян духовных растений из мира смертных, а также редкие семена, которые он собрал в саду сотни растений, проведя там несколько лет. Это место было на пороге выращивания нового сада с личными духовными растениями Хань Ли, где будущие саженцы будут прорастать и распускаться. Какое-то время Хань Ли провел в поиске твердых плит голубого камня, отсекая их и превращая в каменные столы, стулья и другие предметы. Подобный набор он поставил в каждой из комнат. Наконец, он тщательно обделал гладкие стены и прикрепил к ним несколько камней лунного света, что сделало освещение в пещере таким же ярким, как солнечный день. Пещера бессмертного Хань Ли была наконец построена. Несмотря на это, было ясно, что оборону этой пещеры бессмертного можно с легкостью уничтожить одним ударом. Это бы не позволило Хань Ли спокойно культивировать. Думая об этом, он решил, что ему нужно более сильное ограничительное заклинание, как в саду сотни растений, по крайней мере. В противном случае, если враг вторгнется во время его культивирования, последствия будут непредсказуемыми. Хань Ли был новичком в формировании заклинаний.
Он принципиально не мог создать даже самые элементарные заклинания, не говоря уже о более сложных, ограничительных заклинаниях. Тем не менее, он также не собирался этому учиться. Стоит сказать, что заклинание формирования Да было столько, сколько воды в море. И если бы он учился этому неохотно, у него не было бы ни единого шанса на успех даже через 20 лет. Поэтому он абсолютно не мог позволить себе терять столь драгоценное время, которое он мог потратить на культивацию. В этом мире определенно есть гений, который смог бы получить глубокое понимание формирования заклинаний, не мешая своему темпу культивации, вплоть до того момента, когда этот невероятный гений культивирования сможет манипулировать заклинаниями формирования Да. Но Хань Ли четко знал, что он абсолютно не такой человек. Что касается его, то если бы он даже на чуть-чуть отвлекся от культивации, у него не было бы никакой надежды войти в стадию формирования ядра. Но, к счастью, в этом мире существовали флажки формирования, нефритовые пластины и другие магические инструменты, способные легко создавать ограничительные заклинания. Хотя, используя такой способ, было невозможно подавить свирепые, масштабные заклинания формирования, Хань Ли в настоящее время хотел получить хотя бы стандартное заклинание формирования, чтобы защитить свою пещеру бессмертного. Кроме того, если бы это было невозможно, он бы использовал несколько заклинаний формирования. Таким образом, он сможет восполнить недостаток обороны на короткое время. Хань Ли планировал отправиться в торговый город Небесной Звезды. Там наверняка было множество магических инструментов ограничительного типа. Спустя несколько дней, когда несколько духовных растений Хань Ли расцвели, он использовал зеленую жидкость, чтобы ускорить их созревание. Он планировал использовать тысячелетние ингредиенты для обмена на необходимые предметы в торговом городе Небесной Звезды. На этот раз он решил использовать только тысячелетнюю траву, чтобы не вызвать подозрения у других, предотвращая тем самым ненужные неприятности. Спустя 2 месяца у Хань Ли созрела тысячелетняя трава. Затем он полетел на север вместе с духовной травой вместе с другими предметами, которые он хотел обменять, такими как материалы из черного водяного дракона, панцирь многоножки и другие. Если бы цена была подходящей, будь то духовные камни или волшебные инструменты, то он не прочь обменять их. В любом случае, лишним не будет научиться совершенствовать магические инструменты. Прежде чем отправиться в путь, Хань Ли накинул на себя плащ, чтобы избежать неожиданностей. Благодаря значительно возросшей магической силе Хань Ли, он мог преодолевать расстояние в более чем 50 километров, менее чем за полдня. Приблизившись к государству Юань, Хань Ли огляделся с востока на запад. Он делал это не только для того, чтобы отыскать торговый город Небесной Звезды, но также потому, что ему было любопытно узнать о государстве Юань. Осмотревшись, он пришел к выводу, что пейзаж ничем не отличался от государства Юэ. Государства Юань у Юэ были похожи. Это были 2 средних по размеру государства. Хотя 2 эти нации составляли лишь треть площади таких великих государств, как Тяньло и Фэнду, они все же были намного больше, чем небольшие соседние государства Цзян и Чаюн. Хотя они были 2 крупнейшими государствами в этом районе, они были окружены 10 другими малыми государствами. Что касается самых маленьких государств, было несколько десятков, которые были очень тесно населены. Кроме того, ходили слухи, что в далекой стране существовала великая высшая нация, которая была так велика, что невозможно поверить, в мире культиваторов, Юань праведные и демонические секты были равны по силе и находились в равновесии. Секта Небесной Звезды была одной из основных фигур праведных сект, обладающих не меньшей силой, чем Долина Желтого Клена. Пока Хань Ли размышлял о секте Небесной Звездной, его летающий магический инструмент под его ногами внезапно стал медленно опускаться на землю, как будто он внезапно потерял способность полета. Увидев это, Хань Ли не только не почувствовал страха, но будто бы почувствовал себя счастливым. Казалось, он уже был недалеко от торгового города Небесной Звезды. В противном случае здесь бы не было ограничительного заклинания полета. Спустившись на землю, Хань Ли прошел на север примерно 4 километра, прежде чем натолкнуться на группу зданий, которые были несколько выше, чем здания в торговом городе Долины Желтого Клена. Торговый город Небесной Звезды был очень странным и полностью отличался от торгового города Долины Желтого Клена. В его центре располагался огромный павильон высотой около 100 метров. Разбросанные вокруг него здания зданий составляли лишь 10-ю часть его площади, в результате чего город выглядел очень неприглядно. Поскольку вывеска, прикрепленная к центральному павильону, была действительно слишком огромной, Хань Ли уже за километр смог четко разглядеть название «Павильон звездной пыли». Казалось, не нужно было спрашивать, был ли это личный магазин секты Небесной Звезды. В мгновение ока Хань Ли переместился на километр. По привычке Хань Ли не стал действовать необдуманно. Вместо этого он обошел внешний район торгового города, медленно прогуливаясь и рассматривая город изнутри.
Излишне говорить, что здесь было много магазинов, что увеличивало шансы Ханли, в результате чего его нетерпение возрастало. Там была комната для обработки инструментов, которая в любое время принимала материалы культиваторов и перерабатывала их в волшебные инструменты по просьбе владельца. Кроме того, вывески в магазине не отличались скромностью. Они на самом деле заявляли, что способны усовершенствовать даже высокоранговые магические инструменты. Кроме того, если усовершенствование не удавалось, тогда они возвращали стоимость духовных материалов в виде духовных камней. Естественно, если бы у кого-то не было материалов, он все равно могли заказать магический инструмент, хотя цена и была бы далеко не дешевой. Был другой магазин, усовершенствующий талисманы. Его вывеска гласила почти то же самое, что и магазин инструментов, остальные немного отличалось. Был институт духовных зверей, специализировавшийся на продаже всех видов обученных демонических зверей. У них даже было несколько продвинутых демонических зверей первого ранга. Купить такого зверя в качестве сторожевого питомца было неплохой идеей. Глава 222. Эксперт по усовершенствованию инструментов. Снаружи Ханли видел только 20 или 30 культиваторов. Похоже, что на рынок был пуст. Может, все собрались в центре павильона звездной пыли. Ханли пробормотал про себя. Однако он не собирался сразу же отправляться в павильон звездной пыли. Это было потому, что реклама магазина по усовершенствованию инструментов была слишком самоуверенной. Если бы усовершенствовать талисман не удалось, они возвращали эквивалентную стоимость в двойном размере в духовных камнях. Это будоражило его любопытство. Таким образом, когда Ханли несколько раз прошел мимо, он решился зайти. Выставочный зал нельзя было считать большим, он состоял всего лишь из 3 комнат и внешнего двора. Войдя в главный зал, Ханли увидел мужчину средних лет, одетого, как конфуцианец, который оживленно беседовал с седовласым, краснолицым старцем. Неподалеку стоял мускулистый мужчина с темной кожей с почтительным выражением лица. Мужчина средних лет и старейшина в настоящее время увлеченно о чем-то беседовали. Хотя они и заметили Ханли, они равнодушно продолжали свой разговор. Мускулистый — это был сильный человек, который выполнил свой долг, прошел несколько шагов и очень вежливо спросил: «Уважаемый гость хочет купить волшебные инструменты или сделать заказ? Позвольте мне сначала взглянуть на волшебные инструменты в вашем магазине, прежде чем решить, хочу ли я сделать заказ». Спокойно ответил Ханли. «Очень хорошо. Уважаемый гость хочет посмотреть на среднеранговые или высокоранговые магические инструменты?» Весело спросил мускулистый мужчина, заметив, что тот действительно пришел к ним по делу. Высокоранговые магические инструменты. Кроме того, я хочу лучшие из всех высокоранговых магических инструментов. Хотя Ханли не говорил слишком громко, это предложение сразу же привело мускулистого мужчину в изумление. Даже те двое, которые увлеченно разговаривали друг с другом, тут же уставились на Ханли. Уважаемый гость хочет посмотреть самые лучшие высокоранговые инструменты. Вернувшись в чувство, мускулистый мужчина переспросил Ханли, что узнать, правильно ли он расслышал, высокоранговые магические инструменты не были чем-то, что мог купить любой человек, и часто стояли несколько сотен низкоранговых камней. Обычным культиваторам пришлось бы копить всю свою жизнь, но даже в этом случае они вряд ли смогли бы позволить себе нечто подобное, в то время как Ханли просил показать лучшие из высокоранговых инструментов. Именно поэтому мускулистый мужчина потерял самообладание на мгновение. «Малыш Блэк, вернись. Тебе не стоит быть таким неуважительным к этому старшему». Седовласый старец наконец-то признал в Ханли культиватора стадии заложения фундамента. Его выражение лица изменилось, и он поспешно приказал мускулистого мужчине уйти. «Я владелец этого магазина. Если у господина есть к нам какое-то дело, вам стоит просто сказать». Этот старец и этот конфуцианский ученый были культиваторами стадии конденсации ЦИ. Для эксперта, такого как Ханли, прийти в такой небольшой магазин, подобный этому, было невозможно не чувствовать огорчения. Пожалуй, это зависит от того, есть ли у вас хорошие магические инструменты. Если у вас есть подходящие, я могу купить несколько. Услышав слова Ханли, старец тут же достал табличку и проговорил несколько неловко: «Боюсь, что нам придется разочаровать старшего. Хотя у нас есть несколько высокоранговых магических инструментов, они используются только для рекламы этого магазина. На самом деле они не настолько необычны». Старец, встретившись с культиватором стадии заложения фундамента, таким как Ханли, не смел ничего скрывать и рассказал всю правду. Услышав это, Ханли почувствовал разочарование и выругался про себя за свою глупость. Даже если реклама, висевшая снаружи магазина, еще больше преувеличивала, это был всего лишь способ привлечения внимания.
Хань Ли слишком наивно поверил в это. Покачав головой, Хань Ли развернулся, собираясь уйти. Однако, приблизившись к двери, он повернулся и печально проговорил: «Выходит, ваша реклама о том, что вы можете усовершенствовать высокоранговые магические инструменты, также просто пустые слова». Нет. Старший ошибается. Этот небольшой магазин честно ведет дела. Реклама снаружи не врет. Если у вас есть соответствующие материалы, старейшина Сюй действительно может усовершенствовать высокоранговый магический инструмент, поспешно ответил седовласый старец, заметив, что речь идет о репутации магазина. Вы можете усовершенствовать высокоранговые магические инструменты. Хань Ли сильно удивился, а в глазах его мелькнуло сомнение. В его голове было множество вопросов. Он думал, что есть кто-то еще, кто может усовершенствовать магические инструменты, но он не ожидал, что это будет этот пожилой человек. Неудивительно, что Хань Ли не мог поверить в это. Усовершенствование магических инструментов высшего ранга не было похоже на усовершенствование среднего или низкого ранга, которые можно было усовершенствовать обычным огнем. Вместо этого для них требовалась закалка пламени земли или врожденный истинный огонь, как и для гранул заложения фундамента. Но этот старец был всего лишь культиватором уровня конденсации ци и не обладал врожденным истинным огнем, в то время как это место также не было похоже на комнату пламени земли. Так каким же образом этот человек мог усовершенствовать высокоранговый магический инструмент? Это первый раз, когда этот господин пришел в наш магазин, поэтому совершенно нормально, что вы не понимаете. Причина, по которой старший брат Сюй может усовершенствовать магические инструменты, заключается в его семье, так что его талант усовершенствованию инструментов определенно не ниже, чем у мастеров-рефайнеров из других великих сект. Кроме того, семья Сюй в течение последних нескольких сотен лет позаботилась о элементном огненном вороне второго ранга. Этот демонический зверь извергает пламя, которое сильнее в несколько раз, чем врожденный истинный огонь, поэтому его более чем достаточно, чтобы усовершенствовать высокоранговые магические инструменты. Конфуцианец средних лет, молча стоявший в стороне, внезапно открыл рот и объяснил от имени старшего. Однако это только усилило сомнения Хань Ли. Демонический огонь. Я слышал, что для усовершенствования пилюль и магических инструментов используют только истинный огонь и пламя земли, но я никогда не слышал, что можно использовать демонический огонь. С некоторым недоверием объяснил Хань Линь, нахмурив брови. Хех. Есть вещи, которые господин не знает. Использование демонического огня для усовершенствования инструментов или даже пилюль требует некоторых специальных навыков, которые официально не признаются великими сектами. Ее стоит рассматривать как небольшую, неортодоксальную технику, которая не слишком широко распространена. Если бы наша семья не случайно нашла этого огненного ворона, мы бы не смогли исследовать эту технику. Старец продолжил слова конфуцианского ученого, пытаясь развеять сомнения Хань Ли. Вот так. Услышав объяснение другого человека, сомнения в его голове по-прежнему не были окончательно развеяны. Не желает ли господин заказать себе магический инструмент высшего класса? — спросил старец с любопытством, увидев, что другой человек опустил голову, чтобы обдумать что-то. «Если я дам вам достаточное количество материалов, чтобы усовершенствовать высокоранговый магический инструмент, насколько вы уверены в себе?» Хань Ли поднял голову и спросил. «Это зависит от качества материалов, а также от требований, предъявляемых старшим к магическому инструменту. Если материалы средние и требования к магическому инструменту также средние, у меня есть 1/3 шанса на успех. Однако, если мне не удастся усовершенствовать инструмент высокого ранга, магазин не будет возвращать материалы, потому что показатели возврата слишком высоки. Двукратная компенсация относится только к среднеранговым и высокоранговым магическим инструментам. В противном случае, возможно, мне бы уже давно пришлось подыскивать себе место на кладбище». Услышав то, что Хань Ли спросил об этом, маленький старец был счастлив в глубине души и почтительно ответил. Нужно знать, что даже лучшим специалистам по усовершенствованию инструментов, как он, не хватает высокоранговых материалов, с которыми можно усовершенствовать. Процесс усовершенствования нескольких магических инструментов высшего класса значительно повысил бы его мастерство в усовершенствовании инструментов. Кроме того, хотя человек перед ним не выглядел старым, он уже был культиватором стадии заложения фундамента. Так что, вероятно, материалы, которые он мог принести, определенно не были бы обычными. Мысли об этом заставили его сгорать от нетерпения. «У меня есть кое-какие материалы, и я могу позволить вам попытаться усовершенствовать их один раз. Однако, пока вы совершенствуете магический инструмент, я должен наблюдать за вами со стороны. Можете быть уверены, я не побеспокою вас, и если вы успешно усовершенствуете их, оставшиеся материалы я дам вам в качестве награды. Я не позволю вам работать за даром».
решительно произнес Ханли спустя минуту молчания. Ханли решил, что обменять материалы черного водяного дракона на духовные камни было бы не так выгодно, как сделать из них удобный магический инструмент. Стоит отметить, что количество высокоранговых магических инструментов, которыми он обладал сейчас, было не слишком высоко по сравнению с учениками уровня концентрации ЦИ, но сравнить с учениками стадии заложения фундамента у него не было возможности. Однако он догадывался, что у других людей их было тоже не слишком много. Отлично. Не желает ли господин начать усовершенствование прямо сейчас? Я готов приступить в любое время. Воскликнул старец в нетерпении, увидев, что Ханли действительно хотел позволить ему усовершенствовать высокоранговый магический инструмент. Старец сразу же пришел в возбуждение и согласился с условиями Ханли. «Мне еще нужно кое-что купить, поэтому, как только я покончу со своими делами, я вернусь к вам, и мы сможем начать». Кивнул Ханли, услышав слова старика. «Хорошо. В таком случае я подожду вас». Старец, видя, что Ханли, похоже, не хотел, чтобы тот немедленно начинал работу, почувствовал себя несколько разочарованным, но не подал вида, а вместо этого ответил ему с почтением. Уладив все, Ханли не хотел больше оставаться здесь. Быстро попрощавшись, он повернулся и вышел из магазина. Но не успел он отойти от магазина даже на несколько футов, как позади него раздался голос конфуцианца. «Старший, пожалуйста, остановитесь на минутку». Ханли остановился, затем он повернулся и увидел, что его догоняет конфуцианец. Тот в это время смотрел на Ханли сияющей улыбкой. «Вам что-то нужно?» Ханли приподнял брови и холодно спросил, ему не нравились люди, которые его беспокоили без причины. «Я хотел предложить господину свою помощь. Меня зовут Ван Цзилин, и я часто бываю на этом рынке. Поскольку старший направился на рынок, намереваясь что-то купить, то, возможно, моя помощь может сэкономить значительное время». Услышав это, Ханли с некоторым смущением оценил конфуцианца, затем слегка улыбнулся и спросил: «Вы часто здесь бываете?» Хотя конфуцианец мог четко видеть выражение Ханли из-за плаща, он мог отчетливо слышать смех в его голосе, поэтому он немного расслабился и сразу же ответил. Старший правильно угадал. «Я действительно там бываю время от времени. Я не нанят этим магазином, поэтому старший может расслабиться». Ханли небрежно кивнул головой и равнодушно сказал: «Хотя я не против того, даже если вы специально наняты магазином, я собираюсь купить несколько флажков и пластин формирования. Так что я намерен пойти в павильон звездной пыли и не думаю, что мне нужна помощь». Глава 223. Секретный магазин. Аукцион. Когда конфуцианец услышал слова Ханли, он молча смотрел мгновение, прежде чем улыбнуться. Затем он радостно сказал: «Старший, вам повезло, что вы сказали мне это, иначе бы вы зря потратили свое время. Хотя формирование заклинаний секты Небесной Звездной довольно известны, лучшие из них не найти в павильоне звездной пыли. Большинство из них — обычный мусор, продаваемый небольшим кланами культиваторов и культиваторам-отшельникам. Магические инструменты для формирования заклинаний высокого ранга не выпускаются сектой Небесной Звезды. Это объясняется тем, что если лучшие элементы формирования заклинаний были выпущены посторонними, то пробелы в их формировании можно было увидеть. Как говорится, прибыль не компенсирует потери. Когда конфуцианец шепотом объяснял это, он украдкой взглянул на Ханли. Однако капюшон плаща Ханли не позволял ему увидеть его лицо, и поэтому конфуцианец не мог разобрать выражение лица Ханли, к большому разочарованию. «Вы говорите так, будто знаете, где я могу найти достойные инструменты». Хотя Ханли был сильно удивлен словами конфуцианца, он продолжал говорить спокойным, ровным тоном, полностью скрывая свое удивление. Услышав его слова, конфуцианец осмотрелся и, убедившись, что поблизости нет никого, он прошептал: «Если господин верит моим словам, то я могу проводить вас в секретный магазин, о котором мало кто знает». Хотя его местоположение оставляет желать лучшего, все его товары отличаются высоким качеством и редко встречаются. Я полагаю, что господин, безусловно, сможет найти инструменты формирования заклинаний, которые удовлетворят все его потребности. Секретный магазин. Хотя голос Ханли звучал ровно, он действительно был удивлен словам конфуцианца. За последние несколько лет до Ханли несколько раз доходили слухи о секретном магазине. Ханли знал, что если бы конфуцианец говорил правду, это был бы действительно редкий шанс расширить свой кругозор. Похоже, господин знает о секретном магазине. Хе-хе. Отлично. В таком случае мне не нужно тратить время на объяснение. Вероятно, еще осталось несколько часов до ежемесячного аукциона секретного магазина.
Если господин хочет идти, то решайтесь. Я смогу сразу показать вам путь. Когда конфуцианец увидел, что Хань Ли заинтересовался секретным магазином, он в глубине души обрадовался этому. Он знал, что идея о том, чтобы догнать этого клиента, по всей видимости, была отличной. «Это не слишком далеко?» Внезапно спросил Хань Ли. «Это недалеко. Секретный магазин находится в торговом городе». А старший не возражает. Конфуцианец немного разволновался. Предоставляя секретному магазину потенциального клиента, я смогу получить значительный процент в духовых камнях. Пошли. Вздохнув, Хань Ли больше не мог сохранять полное спокойствие. Следуйте за мной. На лице у конфуцианского ученого было счастливое выражение лица, когда он взялся провожать Хань Ли. Повернув за 7 углов, конфуцианец привел Хань Ли к небольшому домику. Дверь была заперта так, что ее почти не было видно. Но в этом не было ничего необычного. Конфуцианский ученый легонько постучал в дверь с определенным ритмом. В ответ дверь открылась. Из дома вышла женщина лет 30. У нее была совершенно обычная внешность, а ее культивация была только на 6 или 7 уровне концентрации ЦИ. «Леди Чжан, я привел вам нового клиента. Он также хочет участвовать в аукционе». Ван Цзилин не стал ждать, пока женщина заговорит, и поспешно представил Хань Ли. Услышав слова Ван Цзилина, леди Чжан не показала никакой радости на своем лице, а вместо этого нахмурилась, как будто не согласна с этим. Но взглянув на Хань Ли и увидев, что он культиватором в стадии заложения фундамента, ее выражение лица превратилось в легкую улыбку. «На этот раз вы привезли подходящего клиента, а не мусор, который вы приводили ранее. Культиватор на стадии заложения фундамента. Старший, пожалуйста, проходите». Хотя уровень культивации этой женщины был очень низким, в ее взгляде на Хань Ли не было никакого почтения. Вместо этого она, по-видимому, считала Хань Ли обычным клиентом. «Господин, вы можете войти, а вам пора уходить». Ван Цзилин покраснел от слов женщины и поспешил попрощаться с Хань Ли. Увидев, как фигура конфуцианского ученого исчезает вдалеке, женщина шагнула в сторону, позволяя Хань Ли войти. Войдя, Хань Ли увидел множество низкоранговых для пилюль и инструментов на полках. В результате этот магазин выглядел как обычный магазин сырья. Хань Ли внимательно следил за женщиной, пока она закрывала дверь. Затем-то почтительно сказала: «Пожалуйста, следуйте за мной, господин». Сказав это, женщина шагнула в угол комнаты и прижала ладонь к земле. Желтый свет вспыхнул из ее руки, и в земле внезапно открылось большое отверстие. Женщина позвала Хань Ли, указав, что он должен следовать за ней. Немного поразмыслив, Хань Ли вошел в туннель и осторожно последовал за ней. Однако Хань Ли по-прежнему был настороже. Туннель был очень коротким. Примерно через 30 метров они оказались у небольшой каменной двери. Двое мужчин в черной одежде стояли по обеим сторонам двери, каждый в маске дьявола. Взглянув на них, лицо Хань Ли помрачнело. Они были культиваторами его уровня. Кроме того, один из них был на средней стадии заложения фундамента. Хань Ли пришлось признать влияние этого магазина. Женщина проскользнула через каменную дверь, как будто она не видела людей в черной одежде, и провела Хань Ли внутрь. Оба охранников также сделали вид, будто не заметили их. Когда Хань Ли вошел в комнату, он немного расслабился. Перед его глазами предстал большой, величественный зал. Ярко-красные меховые коврики, белоснежные нефритовые стены, дворцовые фонарики, свисающие с потолка. Все это давало представление о величайшем богатстве из мира смертных. Казалось, хозяин этой комнаты действительно был необычным человеком. Большой зал имел форму овала диаметром около 100 метров. В зале располагалось 7 или 8 рядов стульев, на которых сидело несколько десятков изящно одетых культиваторов. Напротив них стоял пустой стол, недалеко от которого находились 3 стула из сандалового дерева. Видя, как Хань Ли и женщина вошли, некоторые из сидящих взглянули в их сторону. После того, как эти взгляды пронеслись по Хань Ли, он почувствовал, как его тело обдало холодным потом. Его выражение лица сильно изменилось. Более половины из этих людей были культиваторами на поздней стадии заложения фундамента. В этот момент Хань Ли понял, почему женщина рядом с ним не выказывала перед ним никакого почтения. В этом месте он был всего лишь обычным культиватором. «Вы пришли как раз вовремя. Аукцион вот-вот начнется. С этого момента я перестаю сопровождать вас, поскольку я должна вернуться наверх и заняться своими делами». Хань Ли беспомощно взглянул на нескольких культиваторов в зале и молча направился в отдаленный угол, чтобы сесть там. В этот момент он уже заметил, что все культиваторы здесь скрывали свои лица, как он, используя плащи.
Казалось, никто не был настолько глуп, чтобы позволить другим узнать их личность. Хотя людей в зале было немало, никто не говорил. Несравненная тишина заставила воздух нести следы напряжения. Увидев это, Хань Ли решил вести себя потише. Помимо некоторых злобных догадок о любых знакомых, которых он узнал бы здесь, он всецело обращал внимание на деревянную дверь прямо за длинным столом. Казалось, что хозяин должен появиться из-за этой двери. Спустя несколько часов деревянная дверь за столом, наконец, открылась. 3 человека вышли один за другим. По виду они казались похожими на стражей у каменной двери. Он не мог понять, кто был хозяином, а кто слугой. В этот момент они стояли за длинным столом. Человек, стоявший справа, заговорил низким, хриплым голосом: «Добро пожаловать на нашу выставку, братья-даосисты мира культивации. Среди наших клиентов есть как старые, постоянные клиенты, а также новички. Но это не имеет значения, поскольку этот магазин одинаково относится ко всем». Когда человек справа закончил, человек слева сразу же заговорил: «Этот аукцион абсолютно справедлив. Называя в духовных камнях, каждый должен использовать духовные камни, чтобы состязаться. Если у кого-то нет достаточного количества духовных камней, он может использовать предмет эквивалентной стоимости в качестве залога. Что касается его особой ценности, все мы будем оценивать его совместно. Короче говоря, тот, у кого будет самая высокая цена, получает предмет». Голос этого человека был совершенно другим. Он был пронзительным и тихим, в результате чего те, кто слышал его, чувствовали себя очень неуверенно. Наконец, после того, как все предметы в магазине будут проданы, каждый человек может заняться своими делами. Если у кого-то есть какие-либо предметы, которые он желает обменять или продать, вы можете выйти вперед и представить их по своему усмотрению или продать его самостоятельно. Мы ни в малейшей степени не собираемся препятствовать этому и только предлагаем место для проведения сделок. Раз больше нечего добавить, предлагаю начать аукцион. Голос человека, который стоял посередине, звучал громко, резонируя по всей комнате. Затем все трое метнулись на стулья из сандалового дерева за столом. В этот момент из деревянной двери вышел очень высокий и худой мужчина средних лет с пронзительным взглядом. Этот человек подошел к столу и кашлянул несколько раз, прежде чем объявить: «Этот лот представлен мной. Первым предметом для аукциона — магический инструмент высшего ранга, меч огненного облака. Он». Глава 224. Механические звери-марионетки. Первый предмет, выставленный на аукционе, был довольно мощным магическим инструментом высшего ранга. Это сильно удивило Хань Ли. Это потому, что этот высокий мужчина так красочно описывал этот магический инструмент, как будто он был самый несравненный и труднодоступный на Земле. Даже Хань Ли, услышав это, хотел было достать свои духовные камни, чтобы купить его, не говоря уже о других культиваторах, которым отчаянно не хватало высокоранговых магических инструментов. Как и ожидалось, когда назвали начальную цену в 200 духовных камней, только 3 или 4 немедленно подняли ставки. В мгновение цена этого меча огненного облака была увеличена до 300 духовных камней, в результате чего другие культиваторы, которые изначально также хотели сделать ставки, немедленно оборвали этот порыв. Хотя огненные меча огненного облака были не так уж плохи, очевидно, что он уступал другим высоранговым инструментам по многим параметрам. Так что тратить на этот меч более 300 духовных камней, казалось, было пустой тратой денег. Однако, даже если бы не было людей, которые желали его купить, то не было бы и людей, желающих воспользоваться этим. Люди, желавшие купить этот меч, все равно не смогли бы купить другие предметы, хотя они и были бы более качественными. Для них наилучшим вариантом было купить этот высокоранговый магический инструмент перед ними. Таким образом, этот меч огненного облака достиг цены в 400 духовных камней и был продан относительно успешно. Культиватор, одетый в кукольную маску, с радостью вернулся на свое место, слегка повертев этим мечом в руках. Казалось, он собирался забрать его домой и сделать семейную реликвию. Другим культиваторам это показалось весьма комично. Высокий и худой мужчина подождал, пока человек вернется на свое место, затем прочистил горло и сказал: «Второй предмет, который будет продаваться на этом аукционе, это самая большая любовь мастера-рефайнера, высокоранговая укомплектованная печь красных небес. Эта печь прошла через руки многих мастеров-рефайнеров. Это изысканный предмет, который усовершенствовал многие высокоранговые предметы, такие как меч фантомного звука, знамя лазурного дракона, жемчужина черного пламени и другие. Ходят слухи, что эта печь имеет возможность придавать дополнительные свойства при усовершенствовании инструментов. Однако, истинно это утверждение или нет, даже наш магазин не знает.
Таким образом, начальная цена равна 400 духовных камней, что, безусловно, не очень много. Договорив, мужчина вытащил из своей сумки огненно-красную печь и положил ее на стол на всеобщее обозрение. В мгновение атмосфера в комнате напряглась, хотя никто из культиваторов не произнес ни слова. Многие люди с огненными глазами пристально смотрели на печь. Очевидно, все они были в раздумьях насчет этого предмета. Хань Ли спокойно сидел в углу, холодно наблюдая за происходящим. Когда он услышал, что в этой печи было усовершенствовано знамя лазурного дракона, он был крайне удивлен. Но это было всего лишь удивление, он ничего не знал о инструментах для рефайнеров, поэтому он, естественно, не знал бы, какой ценовой диапазон был для этой печи. Он определенно не стал бы пытаться купить предмет, который он не знал, как использовать. Кроме того, хотя у него было немало духовных камней, он дожидался подходящего момента. 450. 470. Я предлагаю 500 духовных камней. Независимо от того, что думал Хань Ли, цена этой печи в одно мгновение взлетела до небес. 780 духовных камней. Стиснув зубы, выкрикнул толстяк в желтом плаще. 800. Женщина-культиватор, сидевшая не слишком далеко от толстяка, неторопливо назвала еще более высокую цену, в результате чего тот крепко сжал кулаки. На его глазах цена продолжала расти. Другие уже отказались от участия в торгах. Они могли только беспомощно наблюдать, как два заносчивых культиватора стадии заложения фундамента продолжают выкрикивать все более высокие цены. 850 духовных камней. Если эта дама сможет выставить ставку выше хотя бы на один камень духа, то я сдаюсь. Злорадно проговорил толстяк, в очередной раз подняв цену, с сердитым выражением глядя на женщину-культиватора. 851. Как только слова толстяка покинули его рот, женщина-культиватор холодно рассмеялась и намеренно назвала цифру на один камень выше. Услышав это, круглое лицо толстяка в желтом плаще покраснело. Он больше не стал поднимать ставку. Таким образом, женщина-культиватор на стадии заложения фундамента потратила очень высокое количество духовных камней и купила эту знаменитую печь. Однако, стоила ли она этих денег, возможно, в этот раз торги были слишком жесткими, что подстегнуло нервы всех культиваторов. Изначально холодная атмосфера в комнате мгновенно нагрелась, и все высокоранговые магические инструменты и драгоценные материалы отправились в руки своих новых хозяев. Однако, спустя примерно 20 предметов, Хань Ли до сих пор не видел предметов, таких как флажки или пластины формирования, в результате чего он почувствовал, что теряет терпение. Хань Ли уже начал думать о том, что если на этом аукционе так и не появятся нужные ему предметы, и придется идти в павильон звездной пыли. Даже покупка нескольких простых инструментов формирования заклинаний была лучше, чем если их вообще нет. Пока Хань Ли думал это, высокий, худой мужчина назвал следующий предмет, выставленный на аукцион. Высокоранговый магический инструмент, пара механических зверей-марионеток. Их сила превосходит ученика 9 уровня концентрации ЦИ. Кроме того, они абсолютно преданы своему господину и готовы защищать его до самого конца. Если вы купите этот предмет, это все равно, что иметь с собой 2 личных телохранителей. Начальная цена – всего 100 духовных камней. Механические звери-марионетки. Разве это не то же самое, что мой высокоранговый инструмент – кукольный лучник? Может ли это быть точно таким же объектом? Сердце Хань Ли задрожало, хотя внешне он был совершенно спокоен. Он стал внимательно следить за происходящим. Тощий высокий мужчина достал 2 блестящих черных марионетки. Они были размером с кулак, похожие на льва или тигра. Никто не знал, на каком странном животном они были основаны. Есть много гостей, которые, вероятно, и не слышали о школе механических кукол Да. Это своего рода магия Да, которая происходит от усовершенствования магических инструментов, но она полностью отличается от магического инструмента. Хотя немногие из нас знают об этом, но эта магия невероятно популярна в самых западных регионах. Существует даже секта под названием 1000 бамбуковых школ, которая опирается на эту технику, развив ее до высокого уровня. Ходят слухи, что механические кукловоды высшего уровня могут соперничать с культиваторами основания на последнем уровне. Кроме того, рейтинг этих механических зверей в качестве высокоранговых магических инструментов по решению нашего магазина, а в действительности, согласно официальной классификации механической магии, оценен как марионетками 2-го ранга. Видя, что культиваторы внизу не интересовались этими механическими зверями и что повисло неловкое молчание, этот человек поспешно произнес речь, которую он выучил, надеясь пробудить интерес культиваторов. Хотя культиваторы внизу проявили немного любопытства, после того, как он закончил говорить, никто не захотел сделать что-то столь же глупое, как заплатить 100 духовных камней за 2 марионетки.
Кроме того, какой толк от использования 2 марионеток на 9 уровне концентрации ЦИ для культиваторов стадии заложения фундамента? 100 духовных камней. Внезапно донесся крик человека из-за угла, который захотел купить эту игрушку. Мгновенно взгляды всех культиваторов повернулись к тому углу. Однако этим человеком был не Ханли. Этот человек сидел в противоположном углу. Его лицо было скрыто большой серой сумкой, что выглядело довольно странно и нелепо. 150 духовных камней. Подобно тому, как другие культиваторы подумали, что этот странный человек расточительно экстравагантен, в комнате раздался звук другого голоса, назвавшего цену. В этот момент все культиваторы в комнате были ошеломлены и не могли не взглянуть на человека, назвавшего новую цену. Плотный человек в зеленом плаще сидел на последнем ряду, сложа свои руки на плечи. Именно он назвал новую цену. Когда все люди взглянули на этого человека, они увидели его холодный взгляд, в котором не было ни единого следа беспокойства. 200 духовных камней. Я заплачу 300 штук. 400. 600. В мгновение ока эти два человека подняли цену марионеток до невероятной цены. В это время, даже если бы многие культиваторы в комнате были более глупыми, даже они бы заметили, что что-то не так. Неужели эта пара марионеток содержит какой-то пугающий секрет? В головах некоторых культиваторов начала закрадываться эта мысль. Все культиваторы в комнате стали переглядываться между собой, в то время как их сердца забились сильнее. Внезапно появилось несколько финансово сильных людей, которые приняли участие в торгах. Однако несколько более старых культиваторов все еще были подозрительны, даже когда их сердца зашевелились. Возможно ли, что этих людей кто-то тайно нанял в магазине? Могли ли они целенаправленно повышать цену этого нерентабельного предмета, чтобы заставить остальных потратить слишком много? Много культиваторов думали так, и Ханли был одним из самых скептически настроенных. Таким образом, он продолжал безразлично следить за происходящим. «Я заплачу 900 камней плюс этот предмет». Наблюдая за тем, как растет количество культиваторов, участвующих в аукционе, плотный, странный человек запаниковал в глубине его сердца, и он вытащил этот предмет из своей сумки. Затем он сделал несколько больших шагов вперед и встал перед худым, высоким мужчиной, поставив предмет на стол. Он грубым голосом сказал: «Этот предмет стоит несколько тысяч духовных камней. Это более чем достаточная цена для обмена на этих кукольных зверей. Быстро отдавайте их мне». Глава 225. Железная эссенция, духовное растение. Видя, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, худой, высокий мужчина быстро убрал пару кукольных зверей в свою сумку. Теперь, видя, что здоровенный мужчина вытащил черный, похожий на хлам металл, чтобы заставить его выставить торги, которые взлетели в цене, он бесстыдно закатил глаза и сказал: «Все, пожалуйста, успокойтесь. Вы там, мы сами оценим ценность предмета, но сейчас вам лучше вернуться на свое место и сесть. В противном случае наш магазин посчитает, что вы целенаправленно создаете проблемы, и мы больше не будем вежливы с вами». Услышав слова худого мужчины, грозный человек сначала очень рассердился. В своей собственной секте он был человеком с большим авторитетом. Столкнувшись с таким неуважением, десятки тысяч людей отреагировали бы на его призыв. Он тотчас же поднял кулаки, и казалось, что вот-вот вспыхнет от гнева. Однако, когда этот человек взглянул на странную фигуру в капюшоне, он заметил, что тот смотрел на него, как на статую. В его глазах мелькнула жестокость, отчего у крупного человека вздрогнуло сердце. Поразмыслив, он сдержал свой гнев и внезапно обернулся и вернулся на свое место. Некоторые культиваторы почувствовали разочарование, потому что ожидали увидеть более увлекательную сцену. Торги марионеток продолжались. Тем не менее, тот черный предмет уже был передан трио, сидящему на стульях из сандалового дерева. В это время они шепотом обсуждали этот предмет. Хотя невозможно было разглядеть выражений на их лицах, потому что они были в масках, их восторженный разговор не мог быть незамечен всеми присутствующими культиваторами. Этот черный кусок литого железа размером с ладонь был тщательно проверен 3 мужчинами перед тем, как они окончательно пришли к единогласному решению. Затем человек в черной одежде встал и громко заявил: «Этот кусок высококачественной железной эссенции стоит 2000 духовных камней». Затем этот человек сел на свое место, не сказав больше ни слова. Железная эссенция. Культиваторы, услышавшие это, были в шоке. Человек, который хотел назвать другую цену, сразу же закрыл рот. Все думали в испуге, что неужели этот мужчина на самом деле был экспертом стадии формирования ядра. Иначе откуда он получил железную эссенцию? Этот магический материал был сокровищем, который можно было только доработать огнем дна эксперта стадии формирования ядра.
При обычных обстоятельствах культиваторы, которые закончили очищать этот материал, немедленно бы ассимилировали его в свои магические сокровища, чтобы поднять их силу. Они не решились бы расточительно относиться к этому материалу. Даже если бы малую часть этого магического материала смешать с обычным магическим инструментом, его сила возросла бы в несколько раз, даже если бы невозможно было увеличить ранг инструмента. Таким образом, ценность этого материала была просто невообразимой. Плотный человек с самого начала был культиватором в стадии формирования ядра и скрывал свою ауру, делая вид, что он культиватор стадии заложения фундамента. Низкоуровневые культиваторы не могли определить глубину культиватора стадии формирования ядра, все вокруг испугались, а в их сердцах было много сомнений. Худой, высокий человек, с подсказкой 3 человек за его спиной, наконец, снова открыл рот и закричал: «Кто-нибудь желает поднять ставку выше 2900 духовных камня? Если нет, то пара кукольных зверей переходит этому брату». Худой, высокий мужчина, похоже, все еще хотел немного потянуть цену, поэтому он специально неторопливо произнес эту фразу, как будто хотел остановить время. Но кто в большом зале осмелится теперь поднять цену, поскольку эти люди могли участвовать в аукционе, они, естественно, не были обычными людьми. Все они были либо важными фигурами из клана культиваторов, либо они достигли стадии заложения фундамента. Однако, столкнувшись с возможным экспертом стадии формирования ядра, кто бы осмелился искать неприятности на свою голову? Кроме того, даже если сам этот человек не был культиватором стадии формирования ядра, то очевидно, что у этого человека был покровитель на стадии формирования ядра. Таким образом, даже если бы кто-то жаждал узнать секреты кукольных зверей, не было никого, кто бы решился изъявить вслух свое желание, поэтому они могли только наблюдать за сокровищем. Странный человек, который с самого начала стал торговаться с ним, больше не сказал ни слова. Никто не знал, был ли он напуган куском этой железной эссенции, или ему просто не хватало денег, чтобы купить этот предмет. Узнав о железной эссенции, Хань Ли тоже был потрясен. Его мастер проиграл 2 куска железной эссенции старику Цуну. В то время, видя угнетенное выражение своего мастера, он знал, что этот предмет чрезвычайно ценен. Таким образом, пара кукольных зверей досталась плотному человеку без всякого состязания. Когда он получил кукольных зверей, он был так взволнован, что его руки слегка задрожали, однако это еще больше подстегнуло интерес культиваторов. Большая часть из них жаждала украсть их, чтобы выяснить тайны, скрытые внутри. Получив кукольных зверей, здоровенный человек в мантии немедленно покинул свое место и направился к дверям, но когда он подошел к ним, он обнаружил, что каменные двери были плотно закрыты снаружи. Он силой толкнул дверь дважды, но она не сдвинулась с места. Что это означает? Неужели, даже если я купил вещь, мне все равно не разрешается уйти? Голос мужчины стал мрачным. Его акцент, который уже и так был несколько странным, стал еще более странным и неудобным для восприятия. Конечно, нет. Вы сможете уйти, когда аукцион закончится. Однако сейчас мы по правилам не можем сделать это. Это сказал не худой, высокий управляющий аукционом, а темнокожий человек, сидящий слева. Как? Что это значит? Я хочу немедленно покинуть это место. Человек явно начал злиться еще больше, а голос звучал громче. К сожалению, это действительно правило нашего магазина. Все это ради того, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Поэтому, господин, вам все же придется немного подождать. Низким, хриплым голосом проговорил темнокожий человек. Конечно, я могу продолжать ждать. Вы думаете, что я боюсь вас? Я передумал. Я хочу посмотреть, будут ли еще какие-нибудь хорошие вещи. Неизвестно, о чем подумал этот человек, но он внезапно изменил свое отношение и поплелся обратно к своему месту. Другие культиваторы безучастно смотрели на происходящее, будучи немного в шоке. О чем думал этот человек? Может быть, чем дольше этот человек останется здесь, тем больше ему грозит опасность. В это время большинство присутствующих культиваторов уже увидели, что этот человек действительно был в стадии заложения фундамента. Иначе, как он мог быть доволен тем, что его поставили на его место? Тем не менее, представители секретного магазина с самого начала, по-видимому, знали, кем он был на самом деле и не собирались отступать, поскольку здоровенный мужчина не ушел, а аукцион в зале продолжался. Однако мысли большинства людей были далеко от аукциона. Следующие 2 предмета были проданы с аукциона, без единого человека, предлагающего ставки. В результате худой, высокий мужчина начал чувствовать себя невероятно неуклюжим. Однако этот аукцион также подошел к концу. Наконец-то начались действительно ценные вещи и кульминация аукциона. Высококачественное духовное растение, тысячелетние желтые грибы. Ценность этого духовного растения и так всем прекрасно известна, поэтому я буду тратить лишние слова на объяснение.
Сказав это, в руках худого, высокого мужчины появился зеленый нефритовый ящик. Затем он взглянул на всех культиваторов. Было ясно, что это растение привлекло всеобщее внимание, в результате он был счастлив в глубине души. Это тысячелетнее духовное растение появляется только раз в 100 лет. Приобретение этих грибов поможет вам усовершенствовать духовные пилюли. Это оптимальная возможность значительно увеличить свою магическую силу. Таким образом, начальная цена – 500 духовных камней. Сказав это, худой, высокий мужчина снял крышку с нефритового ящика, затем поднял и показал всем культиваторам растения. В одно мгновение густой аромат заполнил весь зал, заставляя культиваторов чувствовать себя удивленными и счастливыми. Они были удивлены, потому что они никогда не ожидали, что этот уникальный вид сокровища появится на этом аукционе. Они были счастливы, потому что, если бы они смогли купить его и использовать для усовершенствования пилюли, они бы действительно смогли улучшить свою магическую силу. После того, как худой, высокий мужчина назвал начальную цену, кто-то нетерпеливо открыл рот. 1000 духовных камней. Цена этого духовного растения мгновенно удвоилась. Это привело в ярость множество людей, которые хотели поторговаться. Однако сразу после этого другие продолжили повышать цену. 1200 духовных камней. 1000. Люди продолжали выкрикивать цены один за другим. В мгновение ока она почти достигла 2000. Между тем, Хань Ли завороженно смотрел на тысячелетнее духовное растение. Когда он впервые услышал о тысячелетнем духовном растении, он не обратил на нее особого внимания. Он думал, что эту духовную траву нашли в другом месте. Однако, когда худой, высокий мужчина продемонстрировал желтые грибы, Хань Ли тут же понял, что это духовное растение на самом деле было тем, что он продал в магазин 1000 сокровищ. Он лично нашел это духовное растение, разве он мог не узнать его? Однако, поскольку оно уже принадлежало магазину 1000 сокровищ, Хань Ли это больше не волновало. Таким образом, Хань Ли быстро пришел в себя, наблюдая, как множество культиваторов сражаются друг с другом, как будто ничего не случилось. Из-за этой шумихи на аукционе, которую подняло его духовное растение, Хань Ли почувствовал некоторое самодовольство, в конце концов, иметь предмет, которым ранее обладал, заставляя других людей быть такими отвратительными, также можно считать источником гордости.